Привет! Это история экспедиции на стальной яхте вдоль Курильских островов от острова Сахалин до Петропавловска-Камчатского. В этом ролике вы увидите животных, термальные источники, работы с ученым, который занимается млекопитающими уже 40 лет, и много красивейшей природы. Меня зовут Константин Серебряков. Я снимаю документальные фильмы, разный travel-контент, а также иногда делаю уникальные экспедиции и путешествия в разные уголки планеты. В этот раз я отправился на Дальний Восток по приглашению Иры Саютиной, основателя проекта «Смотри экспедиции», географа, продюсера, автора масштабных медиапроектов в сфере туризма России, ВК «Места» и блог-тура «Топ-блог». Маршрут нашего путешествия был таков. Старт на острове Сахалин, далее нас встретил совершенно небольшой шторм и утром знаменитый на Дальнем Востоке маяк Анива с туманом и волной. Зашли отдохнуть от перехода по Охотскому морю в бухту Броутона, там исследовали заброшенную военную базу. На острове Китой попробовали первый ски-тур. Дальше остров Янкича, Песцы, гейзерный источник, высадка на скальном острове и изучение млекопитающих, переход, остановка, вечерний пикник на берегу острова Рашуа. Ранним утром, пока спала основная команда, замена фотоловушек на острове Райкоке, ски-тур на острове Аникатан, изучение Северо-Курильска и его истории. Третий ски-тур на вулкане Алаид, переход на Камчатку, шикарные виды Тихого океана на острове Уташит, ски-тур в бухте Русская и финал нашей экспедиции в Петропавловск-Камчатском. Здесь рыженький. Минут ровно. Так, 38. Сейчас. Их там просто очень много сейчас. Привет. Потому что говорят, я не влезу. Каковы условия? Так, ты выбрал себе место? А как понять, выбрал? Это выбрали. Мне сказали туда, потому что я не влезу вниз. Шикарно. Мы здесь. Вообще отлично. Все отлично? Ну ладно. Так, рундуки вам сейчас Слава распределит. Да. Что, как вам место? А у меня здесь в комоде. Шикарно. Шикарно. Так, а вы где? Я не знаю, но я видела доставку кровать. А, у вас... Подожди, направление ветра в одну, Есть еще время отказаться. а волны в другую? В другую, да. И В таких условиях тяжеловато первые дни будут. Ну ничего. Иначе на Курилах никак не покататься. Шикарно. Только в межсезонье, когда в море шторм, а на вершинах вулканов еще лежит снег. У нас все равно режим экономии воды, то есть мы там не размываемся по полчаса. Естественно. Это мы понимаем. У нас есть опреснитель, пресная вода у нас всегда будет, но чтобы прям помыться, мы так оперативнее как и чистенько. 3 минуты. Ну да. Голову не моем, я услышала. Нет, почему? Все можно мыть, но как бы не как дома. Есть Не по кайфу. Да, но там, как бы, если дует с востока, там будет место для маневра, так сказать. Я тут познакомился. Это так, в двух словах. Ира, там Марии не видно. Вот она. Вот здесь же прям. Что мы знаем про лодку? Мы знаем, что лодку спустили на воду в 88-89 году, где-то там. Мы также знаем, что изначально проект корпуса был заложен ребятами, которые хотели или планировали заниматься глубоководной рыбалкой. Лососевый тунец. В начале 80-х было одно законодательство, которое в 85 году изменилось. Например, можно было ловить рыбу в 20-мильной зоне берега, оно поменялось, стало 50, например. То есть ребятам нужно было далеко и долго идти, и им стало это экономически невыгодно. Вот Ром. Они, корпус был продан. А как корпус без мотора имеется в виду, Просто да? корпус, это корыто без всего. Без всего. Да.
И есть предположение, что корпус изначально собирался в Орегоне. Мы эти детали не знаем, мы их просто не смогли найти со временем. В конечном итоге ее купила семья, которая, по сути, превратила ее в то, что она сейчас есть. Но я могу сказать, что мы сейчас находимся в трюме, где должны были возить рыбу. Если бы она была... Она была бы. Да. И у нас где Мактоус, это штурвал, который на улице. Да. И вот эта вот настройка с трубами, это была рубка изначально. То есть погрузочный отсек, все вот это, здесь расположение было такое. Это если смотреть эскизы и зарисовки морских чертежей. Наш ученый, специалист по морским млекопитающим мирового масштаба. Это один из самых топовых специалистов по ластоногим. Весь мир на него равняется. Уже 40 лет Владимир Николаевич изучает животных на Дальнем Востоке. Что-то неправильно сказала? Наша экспедиция... Вот для того, чтобы у судна и у вас у всех был практический выход, так сказать, этой работы, я и нахожусь на борту. Я буду вам рассказывать о морских млекопитающих, о том, что мы что-то интересное встретим в этом районе. Я работаю на Курилах больше 20 лет. Правда, мы работали всегда в летний период, в сезон размножения и сивуча, и морского котика, ну и в сезон подхода китов в этот район, потому что в летний период лучше погода. Сейчас мы идем в апреле. Для меня это тоже первый рейс. Вот на острове Манерон несколько дней назад мы обнаружили просто громадное скопление сивучей. Вот, что мы обнаружим в апреле на Курильских островах, я вам тогда расскажу, покажу. И чем отличается то, что мы увидим, и то, что, допустим, можно увидеть летом. Я в течение всего лета и в конце мая, начиная с конца мая до начала сентября, я работал на Курилах, и я хорошо представляю, знаю, что там есть и где что можно увидеть. Но вот апрель очень интересный для меня тоже месяц, и мы будем вместе с вами исследовать этот сезон. Я надеюсь, мы сработаем очень успешно. Ученый. Может быть, отбойная волна. Вот это, вот скала Лев виднеется, видишь, вот черная. А это вот как раз лежбище. Лежбище сивуча. В такую волну, конечно, высадиться мы не сможем. Очень высокая зыбь. Вот этот мыс, вот тот приступок, это как раз место, где сивуч залегает. Но в такой шторм, может быть, их и смывает. Владимир Николаевич Бурканов, российский ученый, кандидат биологических наук, специалист по морским млекопитающим. Основная область его исследований – морские тюлени и другие ластоногие, их экология, миграция, причина гибели и охрана. В 10 числах июля здесь просто будет яблоко негде упасть. Будет все занято животными. Вся эта скала занята животными. Котиками и сивучей. Здесь рождается порядка 600-800 детенышей котика. Здесь у нас постоянное место наблюдения и мечения. Вот все животные, имеющие букву «С» в начале или в конце маркера Тавро метки, они были помечены вот здесь, вот на этом острове, на этой скале. И вот прямо вот на этом конкретном вот месте обычно мы располагаем свою товарильную установку. Аккуратненько высовываетесь, смотрите, вы будете, они, может быть, прямо под самой стенкой, вы их близко увидите. Вот, а я пока сейчас сделаю съемку, хорошо? Место, на котором мы находимся, называется Скалы Среднева. И здесь мы встретили одно удивительное животное – морского слона. По словам Владимира Николаевича, ореол обитания этого животного – Калифорния. И сюда он приплыл, проделав путь в 4000 километров. Бурканов активно работает с видами тюленей, особенно в северных морях и на побережье Дальнего Востока. Он анализировал инциденты массовой гибели, например, гибель каспийских нерп.
Он участвует в разработке программ по сохранению популяций морских млекопитающих, в том числе ресурсосберегающее использование. Так как я занимаюсь документальным кино, туризмом, природными локациями и местами силы, Владимир Николаевич Бурканов – ценный герой и эксперт в нашем фильме. 25 тысяч фотографий. Почти за год отснято. Несмотря на то, что Владимир Николаевич уже не работает в институте, он не оставил своего дела. До сих пор меняет фотоловушки, проверяет данные, наблюдает за животными. Его лаборатория – это побережье, острова и скалы, где лежбище тюленей сменяется ветрами и приливами. Ну как дела, ребята? Восторг. Восторг? Здесь скала не Хороший видно. остров. Да. Красивый, правда? На камеры снимали круглый год, у нас полный архив есть. Я посмотрю, отмотаю на несколько дней назад и посмотрю, были ли здесь ларги. Ларги обычно круглый год здесь. Летом их бывает 1000 и более, 1500 голов. А вот зимой совсем немного. Сейчас они размножаются на льдах, они вообще должны уйти на льдах, но часть животных остается. Они размножаются на этом острове. В это время как раз была экспедиция в мире животных. Дроздов Николай Николаевич приезжал. Вот. И мое начальство, так сказать, отрядило меня к нему проводником. И мы высаживались с ним вместе. Это Сивыч? И обследовали, смотрели остров. Да. Он снимал, передача была. Он продолжает вести учет популяции, отмечает миграции, замечает новые повадки и тревожные изменения. Все это он делает не ради отчетов, а из внутреннего чувства долга, потому что иначе нельзя. Это не профессия, а образ жизни, в котором наука давно стала продолжением его самого. Когда я впервые увидел Владимира Николаевича в поле, меня поразила его тишина. Он двигался среди скал и воды так, словно был частью этой земли. Без лишних слов, без спешки. Каждый его жест был вниманием. Его глаза светились тем особым спокойствием, которое бывает у людей, проживших жизнь в диалоге с природой. В такие моменты начинаешь понимать, что наука – это не только формулы и отчеты, это способ слушать мир. И, может быть, именно благодаря таким людям, как Бурканов, все еще можно услышать дыхание моря и голоса тех, кто живет рядом с ним. Анастасия, как твой прогноз? Вообще прибоя нет. Как твой прогноз? На каталку Да. я пока затаилась. Вот Почему-то мне кажется, когда что мы с Андреем не поджигали сегодня, этот- по ощущениям. Не сегодня. А у меня прям ощущение, что прям сейчас. Вы прям сейчас уже вышел, да? Но я гору-то видел сверху. А, ты летал? Конечно. Вулкан Китой. Попробуем подняться по распадку. Только в распадке снег получается. Вот. Попробуем покататься чуть-чуть. Но... В общем, первый выход. Потренироваться, поскладываться. Ступай. Опасно как-то вы идете, руки заняты. Это совсем Да, не и вот сейчас я вот что сделала, чтобы вопрос. Я на Золю писать буду, если буду писать. Каждый раз высадка на скитур – это то еще приключение. Собрать все снаряжение по яхте, вынести его наружу, собрать себя, сесть в лодку, высадиться с волнами на берег, затем по песку и камням до снега, а затем топать в гору. Но вы знаете, все это колоссально приятно. Все стихии рядом. Вода, снег, земля и чай внутри со сникерсом. И заметьте, все это дело происходит на Курильских островах в конце апреля. Пограничное и единственное время, когда тут можно устроить скитур. Это лавина будет. На лавине стоим. Погромче посмеемся. Ребят, сейчас Тут трещина! первый раз пробуем. Новый опыт. Как тебе отзыв? Под снег не проваливается. Не советую. Чей это? Скитуры.
Конечно, Женя шутит, ибо в моменте может быть тяжело, но когда ты достигнешь вершины, что тут еще сказать? Смотрите дальше. Вот так вот сидим, ждем, пока все снарядятся и галдим. Мы тут в кулуаре сейчас преодолеем небольшой водопадик и все, мы прям выкатимся. Там уже на берегу Дима. Что-то видим вот на берегу и не можем понять, что они стоят, что-то ходят вверх-вниз. Не-не, все нормально, мы тут развлекаемся, а на берегу Дима там ходит. Это, Женя, еще раз твое... А дальше нас ждало еще несколько скитуров. И следующий мы провели на острове Аникатан. Не все собрались на него взбираться, так как был небольшой ветерок. Да, и переходы сделали свое дело. Но мы шли и радовались, шли и радовались. Ну, дует жестко. Вот, мы на связи. Жене все нравится. Я в скалу вниз уехать. Собственно, я тогда скажу, когда посмотреть. Забрались на вулкан, откопали место для того, чтобы попить чай, посозерцать вид, сделать небольшую скрытую ненавязчивую рекламу. Ничего не потеет, все, глаза всегда все видят. Это, нет, правда, я без шуток говорю. Очень комфортно, и линза хорошая, у меня глаза чувствительные к плохим линзам, потому что зрение плохое. И они устают, если... Сейчас все хорошо. А где это? Чьи очки? Это White Lab, кстати. Да? Да. Серьезно? А где купить? Ребята молодцы. А где купить? В интернетах. В интернетах? У тебя есть промокод? Да, я вам потом напишу вот здесь, вот внизу будет ссылочка с промокодом. Ничего личного. White Lab. Ничего личного. Нам за это... О, у тебя еще другой формы, кстати. Да, такие тоже прикольные. Я не видела, что такие есть. Видимо, большая линейка. Белая лаборатория, да. Линейка большая. Я смогу быть, Есть да? всякие, Этим, есть как такие, есть такие. Есть вот такие. Подъем в гору 2 часа, спуск 10 минут. Это скитур. Еще один совет для скитура. Готовьте очень хорошее снаряжение. А для курил еще лучше. Очень агрессивная среда. Что необходимо? Лыжи, сноуборд, ботинки, снегоступы, палочки для трекинга, шлем, рюкзак, бипер и лопата. Это минимальный набор для безопасности. Одеваем снегоступы. И у некоторых людей, у Luxury Gold Special Edition есть сплит-система. Самое вкусное – это скитур на вулкане Алаид. Сегодня будет... Смотрите, пойдемте, я вам покажу побочные кратеры вулкана Алаид. Смотрите, видите сколько? Там видно? Да.
У вулкана больше 30 побочных кратеров, а самый популярный из них вот этот. Называют его вулканом Такитоми. Ну давай, говори дальше. Ну это не вулкан. Мы уже обсудили, что это побочный кратер. Его называют самым молодым вулканом в России. В 1933 году он, по-моему, появился. А назван он в честь... Ой, показалось, фонтаны. А назван он в честь капитана японской шхуны, которые наблюдали это извержение. Есть еще один очень крутой прорыв, но на другой стороне. В следующем году оттуда спустимся, да? С Олимпийского прорыва. Красивый. Покажу потом. Мы шли 3 часа до верха. Так, конечно, и не дошли, но были одарены неимоверными видами и палящим солнцем. Берите с собой крем от загара. Че, как ты, Дим? Запить-то я вообще. Бодро? Дим, главное ровно вниз не надо ехать. Вкусно вам? Самое вкусное яблоко в моей жизни. Чудо скал дойти. Потому что на вулкане. Фешенебельно. А теперь еще одна особенная часть нашего путешествия. История о природе и тех животных, которые сопровождали нас еще 14 дней экспедиции. С того момента, как мы отправились в путь, красота природы не перестает удивлять. Мы много проводили времени внутри яхты, так как переходы занимают продолжительное время. А прикачаться быстро удается не всем. Много спали поначалу. Я лично не употреблял никаких таблеток. Владимир Николаевич сказал, что без них будет проще. Нужно только потерпеть. Так и вышло. А кто-то из ребят пил весь путь таблетки и клеил пластыри. Тут все индивидуально. Вот насколько команда, привыкшая к таким условиям, это для меня удивительно, как для жителя суши. Ребята сменяли друг друга на вахте по 4 часа. А наш повар Александр даже в самую суровую качку старался удивить чем-то вкусным. Курилы — это место, где стихии разговаривают между собой, где океан и земля будто продолжают древний спор. Здесь вас ждут впечатления, которые невозможно забыть. Суровое, но завораживающее Охотское море, которое каждый день меняет свое настроение. От спокойного зеркала до стальных волн, несущихся к скалам. И бескрайняя синева Тихого океана, где горизонт растворяется в тумане и кажется, что ты стоишь на краю света. Перед нами открывается гряда вулканов, величественных, холодных и живых. Некоторые дремлют тысячи лет, другие поднимают клубы пара, напоминая, что земля здесь по-прежнему дышит. Их силу ощущаешь кожей, в запахе серы, в горячих источниках и вибрации под ногами. На суше нас встречают лисицы, любопытные, бесстрашные, будто выросшие рядом с человеком. На скалах гнездятся птицы, тысячи крыльев, тысячи голосов. В воде касатки и сивучи, тюлени, которые лениво наблюдают за лодкой, и киты. Какими завтраками нас Александр балует? Импровизированный штатив, да. Тут у нас... Кому-то ножик нужен, да? Это у нас получается... Ну-ка. Штрудель. Ой, штрудель. Да, с корицей. С корицей, с мороженым, с творогом. Вот несколько интересных фактов о Курильских островах. Курильская гряда состоит примерно из 56 островов, протянувшейся цепочкой между Камчаткой и японским островом Хоккайдо. Геологические острова – часть огненного кольца, поэтому здесь множество вулканов. Более 30 из них считаются действующими. На островах частые землетрясения и цунами, включая одно из крупнейших в 20 веке – цунами 1952 года на Сахалине и Курилах. Климат суровый, туманы, частые осадки, штормы. Из-за холодного Охотского моря и теплого течения в регионе часто возникают густые туманы.
Собственно, такой туман накрыл нас практически на протяжении всего нашего путешествия. Курилы богаты рыбой, морепродуктами и морскими млекопитающими, а также уникальными видами птиц, включая редких морских орланов. На некоторых островах есть горячие источники, в том числе знаменитые термальные озера на Кунашире. Курильские острова входят в состав России, но южные острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабамая остаются предметом территориального спора России с Японией. Население островов небольшое, преимущественно рыбаки и работники рыбообрабатывающих предприятий. Природа Курил не просто красива, она первозданна. Здесь чувствуешь свою малость и одновременно удивительную причастность к огромному миру. Каждый рассвет, каждый порыв ветра, каждый вулкан на горизонте, как отдельная глава большого рассказа, который подарила нам эта земля. И сейчас мы покажем вам то, что успели увидеть сами. Мир, где природа говорит громче слов. Первые, кого мы увидели, были касатки. К сожалению, из-за ветра не удалось поднять коптер, но все же увидеть вживую столь грациозные животные стоит большого. Я не биолог, чтобы о них рассказывать много, но они божественны, не правда ли? Полянского, остров Симушир, Средние Курилы. Ну все, Славик, забирай в следующем году. Обживайтесь тут. Хорошо. Первая высадка была для того, чтобы отдохнуть от качки. Чем меньше у медуз щупальцев, тем она опаснее. Вот если вы крестовика потрогаете один раз в жизни, возможно, вас спасут. Второй раз уже точно будет летальным. Смотрите, как много курильских подснежников. Вообще они очень красивые. А на самом деле это лопух. Он потом вырастет, и у него вот такие листья. Вот здесь вот был целый гарнизон. Вот там вот знак есть, и, по-моему, село Кратерное называлось оно. Ну, муляж. Пушка так. Настоящая, Дим. Ну, может, уже списано. Сейчас зайдем в актовый зал. Ты хочешь это самое? Речь толкнуть? Было у них здесь Ухо столовая, востро сразу, да? Что-то не так. какие-то еще. И квартиры, по-моему, тут же были, да? Конечно. Не в этом же здании, здесь дежурные есть. Ну, можно... жили всё там. увидим. Административное здание, да, такое? Да. Да. Здесь видишь трибуна. Ну, тут как бы, как уголок сапожника, по-моему, или что-то такое. Ну вот здесь живут чудовища симуширские. Вот офис главнокомандующего, например. Саютина, слово вам. Как в аватаре, да? Красивые подснежники курильские. Сейчас надо видео снять вот это вот. Марк Еремин. Как выглядят курильские подснежники? Смотрите. Смотрите, как их много. И как красиво. Японский бамбук, да? Курильский, да. Курильский. Тут морозцем прихватило. Представьте. А еще кедрачки вкусненькие. Большие квартирки. Диванчик. Торшерчик. О, смотри, детская. Детская? Смотри, стенка. А, да. Стенка здесь. Кроватки. Французский. Типа шведская стенка? Французский, смотрите. Французский, сделан во Франции. Берешь? Когда-то здесь
жила семья, наслаждалась таким прекрасным видом. Живописное место. Небо было застлано облаками, и я решил разведать, насколько высоко они. И тут открылся вид на вулканы. Жаль, что в первые дни погода создала нуар, но в этом есть что-то свое атмосферное. Край суровый, но до чего же красив. Даже оттенки весны здесь могущественные. Среди развалин и остатков жизни человека природа быстро забирает свое. В этой бухте в полном штиле мы провели ночь, чтобы выспаться после перехода от Сахалина до Курильских островов. И отправились дальше созерцать прекрасное творение мира, вкусно кушая произведение кулинарии от Александра. Слушай, ну что я там ездил? Я природой наслаждался. Трясочка такая вот попадается здесь для того, чтобы пообедать. Фотографироваться, ну, уже нафотографировались, да? Вас, Ну, что, Дим? Давай, вытягивай. Кто-нибудь из рыбаков там может помочь? Вы что, две вытащили? Да. Это я, браконьер. Мне стыдно. Подожди. Что говоришь? Я браконьер, мне стыдно. Ну я в процессе. Ребята, я в процессе. Вот сейчас я все внимание на вас. Вот, блин, сейчас будем есть суп по-тайски. Да, мальчики и девочки, он будет с морепродуктами. Надо Сашу снять в процессе, это такой драйв. Не, давайте, знаете как, я сейчас наведу порядок, потому что у меня пока бедлам. Хорошо. А теперь об изюминке нашей поездки. Одной из. Остров Янкича с ее кратерной бухтой и горячими источниками. С берега вас тут встретят песцы. Завезенные сюда японцами, они проводят свою жизнь в поисках пропитания на этом крошечном куске земли, поэтому каждый человек им очень интересен. Осторожно, они могут укусить. Дальше, Рома, туда, дальше. Это да, у нас есть бассейн личный. А у вас есть такой? Может быть, это и прожилка. Нет, песцы, наверное, ходят. Идите, мадемуазели, давайте ваши. Иди сюда, ко мне. Смотри. Там тюлени лежат. Вау. Лежбище, да. Купаться в гейзерном источнике я сам не стал. После прогулки захотелось просто побыть в тишине. Но отважная группа решилась на это. Запах сероводорода тут стоит очень плотный. Источник рядом.
Прогулялись, покупались и погнали к животным. Сивучи и морские котики встречаются тут часто. Хоть и в начале сезона их немного. Первыми на лежбище приходят самцы, занимают свою территорию и ждут самок, чтобы в дальнейшем породить потомство. Наш путь начался в Корсакове и тянулся тонкой линией на север. Каждая точка этого маршрута была как новая страница путешествия, будто кто-то невидимый писал наш путь прямо под ногами. Курилы — это не просто острова, это пространство, в котором время течет иначе. Здесь ты ловишь себя на мысли, что смотришь не на пейзажи, а словно вглубь самой планеты. Море меняет настроение по несколько раз в день. Туман приходит без предупреждения. Вулкан то дремлет, то вдруг напоминает о себе теплым дыханием земли. И все это существует на грани, между тихим и бурным, между холодным и горячим, между жизнью человека и жизнью природы. Увлекательная охота очень, с голландами. Фото-охота. Самая гуманная. Скитуры стали частью этого ритма. Каждый раз одинаковый сценарий. Собрать снаряжение по яхте, загрузить в лодку, войти в снег и начать подъем. Но каждый раз ощущение другое. Потому что каждый подъем — это маленькое преодоление и маленькое откровение. На вершине понимаешь, что весь путь наверх был лишь подготовкой к одному моменту. Когда открывается вид, и ты вдруг чувствуешь мир не глазами, а всем телом. Скитур на Курилах — это разговор со стихиями, в котором ты обязан слушать. Нету икры у нас. Зато есть гребешки. Россиянка! Параллельно этому история Владимира Николаевича Бурканова. Человека, который десятилетиями изучает морских млекопитающих не ради громких слов или ради признания, а потому что кто-то должен делать эту работу. Смена фотоловушек, учет, наблюдение, анализ — все это стало частью его жизни настолько естественно, что кажется, будто он и есть продолжение этих скал, этих берегов и этих животных. Сегодня в меню у нас что? Нарезка, значит, из красной и белой рыбы, красный лук с чесночком в соусе барбекю, с сахаром и соевым соусом, лучок зеленый, картофельная лазанья, наверное, можно ее так назвать, с сыром и моцареллой, индейка, курица, кунжут, барбекю, рыбка белая, это для тех, кто не ест мясо, ну и морковка, батат. Все. Он смотрит на море иначе. Он замечает то, мимо чего бы мы прошли. И рядом с ним понимает, что настоящая наука — это тишина, внимание и честный взгляд. Тишина, все жуют. Вкусно вам? Эти 2 недели показали нам все. Строгие линии вулканов, лисы, птиц, которые создают собственный климат крыльями, косаток, появляющихся в серой воде, как мгновение красоты. Мы увидели, как меняется настроение моря, как пахнет берег после дождя, как туман укрывает остров так, будто берет его под свое крыло. Увидели, как команда живет в ритме качки, как вахты сменяются ночью и днем, как повар успевает готовить моменты, когда море швыряет яхту в стороны. Желание накормить. Да. И когда наша линия от Корсакова до Петропавловска наконец завершается, понимаешь, что экспедиция не заканчивается вместе с маршрутом, она остается внутри. В том ощущении первозданности, которое редко можно встретить. В том уважении к земле, которое появляется только в тех местах, где человек гость. И в той силе, которую дарят Курилы. Суровые, живые и невероятно честные. Путешествие заканчивается, но то, что дали эти острова, остается с нами надолго. В каждом кадре, в каждом воздухе, в каждом шаге к новым маршрутам.